привет! Вы на канале Креативный слой, с вами Ксюша. В этом видео я покажу вам 3 интересных способа нанесения декоративного песка. В работе буду применять материалы торговой марки Dessa Decor. Эти материалы работают в системе праймер Унигрунт, краска Премьер и декоративный песок Фианит. Это тонкослойное перламутровое покрытие, в составе которого содержатся стеклянные микросферы, дающие на поверхности красивый перелив. Хорошенько перемешали декоративный песок и приступаем к колировке материалов. Набрала необходимое количество фианита и переливаю краску Премьер. Краску и песок можно заколеровать при помощи обычного универсального колера, либо заказать его у производителя. Я выбрала вот такой в оттенке P. В этом оттенке будет первый вариант нашего декоративного песка. Добавляю небольшое количество пигментов фианит и примерно столько же в краску. И хорошо перемешиваю. Цвет песка должен быть немного темнее, чем цвет краски, чтобы краска не сильно влияла в дальнейшем на окончательный результат. Такой красивый у нас шоколадный оттенок получается. Очень приятный цвет, теплый, бежевато-коричневый, я бы даже сказала, оттенок. Хорошо перемешали песок и перемешиваю краску Премьер. Цвет краски получается на тон светлее, чем цвет песка. Это как раз то, что нам и нужно. Подготовили необходимые цвета и закрываем их крышечками. Перед колировкой обязательно рассчитайте необходимое количество материалов. К примеру, вот такой 2,5 килограммовой банки фианита хватает на 8-10 квадратных метров при двухслойном нанесении. На все материалы я оставлю ссылки в описании под видео, переходите по ним, узнавайте более подробную информацию и заказывайте материалы Dessa Decor удобным для вас способом. Ну а мы переходим к первому этапу, к нанесению праймера. Переливаю Унигрунт в ванночку. Как я уже говорила, декоративный песок – это тонкослойный материал. Соответственно, под него нужна хорошая подготовка поверхности, то есть как под покраску. Основание должно быть ровным, гладким и иметь хорошую адгезию, а также обладать равномерной впитываемостью по всей поверхности. В этом нам как раз и поможет Унигрунт. Наносить я его буду при помощи валика, подойдет со средним либо с коротким ворсом. Перед работой обязательно смочите валик водой, так он меньше будет впитывать в себя материал. Этот этап достаточно простой, но при этом очень важный. Недочеты при нанесении праймера могут негативно повлиять на финишный результат, особенно в работе с блестящими перламутровыми материалами. Поэтому работаем быстро и очень внимательно. И следим за тем, чтобы не было подтеков. Нанесли праймер, оставляем его до полного высыхания в течение 2 часов. Унигрунт после высыхания хорошо шлифуется, поэтому если вы сейчас заметили подтеки либо шагрень от валика, их можно легко удалить при помощи мелкой наждачной бумаги. Ну а мы приступаем к нанесению краски Премьер. Краску буду наносить валиком со средним ворсом. И наносим. Краска на грунт ложится очень ровным слоем, при этом нет нигде проплешин, так что будет достаточно для равномерности цвета нанести 1 слой краски. Прокрасили поверхность, оставляем ее высыхать на 4 часа. Краска полностью высохла, проклеиваю угол малярным скотчем. С этим мы закончили, приступаем к финишному этапу нанесения декоративного песка. В работе нам потребуется мелкая гребенка и широкая кисть. Перед работой песок еще раз хорошо перемешайте, чтобы равномерно распределить микросферы в материале. Начинаю наносить с верхнего угла. При выборе кисти отдавайте предпочтение смешанной либо с искусственной щетиной. Эти кисти лучше всего подходят для водных материалов. Наношу я материал густым достаточно слоем, чтобы в дальнейшем формировать проще рисунок и чтобы меньше было подсыхающих краев. Двигаюсь кистью разнонаправленными движениями, главное, чтобы не было никаких прямых линий. Необходимо при нанесении песка делать кривой стык, то есть стык должен получаться вот таким витиеватым. Далее меняю кисть на гребенку. И от угла формирую рисунок при помощи гребенки. Можно несколько раз проходиться по одному и тому же месту и получать красивые волны.
Работать необходимо достаточно быстро, поэтому меняем инструменты и продолжаем дальше нанесение в стык. Можно слегка заходить на предыдущий участок, для того, чтобы сформировать потом переход красивый и плавный. Главное, нигде не оставляем проплешины, никаких участков, чтобы не просвечивало основы. Стараемся закрыть всю площадь одновременно одним толстым слоем. Двигаемся быстро. В принципе, здесь ничего сложного нету. Работа несложная. Делается все очень-очень просто. Начинаю формировать со стыка, так как это самые важные места. Закончила с этой стеной, снимаю малярную ленту. Сделать это нужно, пока материал еще сырой. Начинаю наносить стык стены волнообразными движениями, достаточно толстым слоем, чтобы было легче формировать в дальнейшем рисунок гребенкой. Меняю кисть на гребенку и от угла начинаю формировать узор. Первый вариант полностью готов. Такой красивый результат у нас получился. В составе фианита нету песка. В нем содержатся стеклянные микросферы, которые очень хорошо реагируют на источник освещения, подсвечиваются и дают многогранный перелив. Сами гранулы могут быть темными, либо очень светлыми, почти белыми. Все зависит от того, как падает свет на поверхность. Получается, что на стене образуется естественный градиент, который сходит на нет от источника освещения. Сам фианит мне понравился не только за счет содержания стеклянных микросфер, но и за счет того, как с ним удобно работать. Достаточно долго он сохнет на поверхности и не дает слишком явных пятен. Давно хотела привнести что-то новое и интересное в работу с декоративным песком, поэтому, вдохновившись изображениями садов камней, а именно тем, какой делают рисунок между ними на песке, я решила применить в своей работе гребенку. Мне кажется, такой вариант в теплых песочных оттенках отлично будет смотреться, и результат действительно будет здоровский. Перед тем, как делать второй вариант нанесения, я вам покажу, как можно легко снять старый декоративный песок с поверхности. Нам потребуется распылитель и скребок. Также подойдет острый шпатель. Для начала распыляем воду на поверхность. Она должна слегка промокнуть. И удалила весь песок с поверхности. Далее ее необходимо загрунтовать праймером Унигрунт. Сделаю я это за кадром. А сейчас приступаем к колировке. Пигмент буду использовать торговой марки Dessa Decor с буквенным названием R. Хорошо перемешиваем колер и добавляем чуть-чуть в краску Трюмьер. Должен получиться тепленький серо-зеленый цвет. Чтобы не растягивать видео, грунт и краску я нанесла за кадром. Сейчас приступаем к самому интересному, к работе с песком. Для этого нам потребуется морская губка и кисточка. Для удобства переложим небольшое количество песка на крышку. С нее будет удобнее набирать материал. Перед работой губка должна быть смочена водой. И по всей поверхности быстрыми движениями раскидываю песок, оставляя небольшие участки, где просвечивает подложка. На этом этапе необходимо достаточно равномерно распределить песчинки по поверхности. Сначала в центр делаю более крупные капли, и потом от них по краям на уменьшение. Можно несколько раз проходить по одному и тому же месту, чтобы распределить песчинки равномерно. Доходя до угла, беру маленькую морскую губку. Также ее смачиваю в песке и в самый угол наношу такие же островочки. Так не получится слишком грубых мест,
в углу, и ей легко контролировать нанесение. Быстренько заполнили угол и продолжаем нанесение на смежной стене большой губкой. Маленькой губкой также удобно наносить стык с потолком и в других труднодоступных местах. Быстренько нанесли первый слой фианита и ждем его полного высыхания. После высыхания первого слоя наносим второй при помощи кисти. Делать я это буду тем же самым цветом, но также можно использовать другой. Главное, чтобы цвета между собой сочетались. Беру кисть и набираю материал. Перед нанесением проклеиваем смежные стены малярным скотчем, чтобы в углах не было пятен. Наношу материал, раскидала на небольшую площадь его и начинаю формировать рисунок. Делаю я такие слегка круговые движения, более плавными их делаю. В принципе, достаточно быстрое нанесение. Уже песчинки сами зацепляются за предыдущий слой, получается легко формировать рисунок. Работать необходимо достаточно быстро и соблюдать состыковку в виде неровного края. Движения могут быть как восьмерочкой, как я показываю, либо же можно вот такие движения наносить. То есть кому как удобно. При таком варианте нанесения пятен практически не бывает. В процессе нанесения не забывайте время от времени возвращаться к уже нанесенным местам и еще раз их подглаживать. Делаем размашистые движения, чтобы убрать следы от кисти и доформировать рисунок из микросфер. Подгладили подсыхающий участок и продолжаем нанесение. Точно так же делаю я стык, соблюдая неровный край. Захожу на угол вторым слоем, слегка продлеваю его на смежную стену и тоже соблюдаю неровный край. Нанесли еще участок и возвращаемся к предыдущим местам и подглаживаем уже подсыхающий материал. Ничего сложного в этом нету, достаточно быстро пробегаем по предыдущим участкам, которые уже начали подсыхать. Они обычно меняют оттенок, то есть становятся блестящими и более темными. Закончили наносить материал фианит, оставляем его до полного высыхания в течение 5 часов. Этот цвет мне очень понравился своим богатством оттенков. Невозможно по нему сразу определить, то ли это серый оттенок или серо-зеленый, либо это серо-голубой, потому что при различном источнике освещения он смотрится по-разному. То есть он местами теплый, местами холодный. И прямо точно однозначно сказать, что это серо-зеленый или серо-голубой оттенок, просто невозможно. Второй вариант у нас имеет более классический внешний вид, но при этом мы слегка изменили саму технику нанесения. Первый слой мы делали не с помощью кисти, а морской губкой. Тем самым распределили микросферы по поверхности и вторым слоем уже выровняли сам цвет и добавили текстуры. Этот способ нанесения отлично подойдет для новичков. Он минимизирует допущение ошибок, присущих классической технике нанесения песка, таких как получение пятен в местах стыковки подсохшего материала со свеженаносимым, а также неравномерного распределения песчинок по поверхности. Если вам понравилась такая техника нанесения и получившийся результат, то переходите по ссылке в описании, заказывайте необходимое количество материала и повторяйте такой же эффект у себя дома. Ну а мы переходим к третьему варианту нанесения. В работе буду использовать вот такой трафарет. Вырезала я его из толстой силиконовой скатерти и приклеиваю на подготовленную загрунтованную поверхность при помощи малярного скотча. Креплю я его с 4 сторон, края трафарета обвожу карандашом, чтобы в дальнейшем легко состыковать рисунок. Разместили трафарет и заполняем его акриловой шпаклевкой.
Заполнили весь трафарет и снимаем его. Переклеиваем трафарет четко по нашему краю. Таким же образом заполняем еще раз трафарет. Распределили весь узор по поверхности. Далее ждем полного высыхания шпаклевки. После полного высыхания шпаклевки вершины рисунка нужно прошлифовать 240 наждачной бумагой, а также покрыть праймером Унигрунт. Я это сделала за кадром. Сейчас приступаем к колировке краски и песка. Буду использовать пигмент Tessa Decor под названием R и темно-зеленый универсальный колорант. Добавляю цвет R и далее темно-зеленый. Цвет у нас должен получиться серо-зеленый. Материалы все заколированные. Начинаем с нанесения краски. Краска должна получиться на тон светлее, чем песок. Наносить буду валиком со средним ворсом. Эта краска на акриловой основе, очень хорошая по качеству и очень похожа на дорогие аналоги. Краску лучше наносить толстым слоем, чтобы хорошо прокрашивались все углубления. Цвет у нас такой больше похож на фисташковый, очень красивый, спокойный цвет. Сделали цветную подложку и после полного высыхания краски приступаем к нанесению песка. Для этого набираем небольшое количество фианита на крышку и наносить его будем при помощи губки. И начинаю отпечатывать рисунок между узором трафарета, чтобы больше скопления песка было у нас там, где гладкая поверхность, а на сам рельеф наносим прямо совсем небольшое количество, только по краям, чтобы сильно не перенагружать трафарет. Стараюсь распределить более-менее равномерно песок. И совсем, когда остается материала мало на губке, перехожу на трафарет и слегка отпечатываю на нем. Нанесли первый слой песка, оставляем его до полного высыхания в течение 4 часов. Первый слой фианита хорошо высох, и можно переходить к финишному этапу, который придаст окончательный вид нашему декору. И наношу разнообразными движениями. Желательно делать эти движения плавными. Очень хорошо кисточкой прокрашиваем сам рисунок. Стараемся на него смотреть с разных углов, чтобы не было нигде непрокрасов. Делаем все достаточно быстро, чтобы материал не успевал подсыхать на поверхности. Всегда набираем большое количество материала на кисть, чтобы его было легче разгонять по поверхности. Не забываем возвращаться к подсыхающим местам, чтобы убрать проходы от кисти. И дораспределить песок по поверхности. Делаем аккуратные легкие движения.
процессе нанесения очень важен хороший свет, чтобы было видно, где вы наносите материал, а где его не хватает. Это очень важно и сильно влияет на окончательный вид поверхности. Наношу я до угла, чуть-чуть захожу на соседнюю стену, немного продлеваю рисунок, чтобы сделать переход более плавным. Места стыка подсохшего и свеженаносимого материала лучше делать на местах трафарета. На соседней гладкой стене делается это еще проще, по аналогии со вторым вариантом нанесения. Третий вариант полностью готов, и можно посмотреть поближе, что у нас получилось. Мне этот вариант понравился больше всего. Смотрится такое сочетание невероятно однородным, то есть у нас по цвету одинаковые поверхности и выделяются они только фактурой. В комментариях обязательно напишите, какой из трех вариантов вам больше всего понравился. А также мне интересно узнать, в каком бы цвете вы сделали стену с таким трафаретом. Мне очень нравится сочетание трафарета и песка, так как ничего здесь лишнего не нужно придумывать. Достаточно нанести в один цвет песок поверх трафарета, и это будет смотреться уже интересно. Плюс берите на заметку нанесение с губкой. Губка действительно дает равномерный узор по всей поверхности, и песчинки распределены по ней равномерно, и нигде нету голых мест. Все три варианта нанесения фианита подходят для помещений с высокой проходимостью, таких как коридор, кухня, гостиная. Также этот материал прекрасно моется. Через 2 недели после нанесения можно будет мыть, применяя мыльный раствор и мягкую щетку. Также производитель указывает, что фианит можно использовать на гладкие обои под покраску. Это сильно облегчает процесс подготовки под нанесение декоративного материала, так как не придется финишно шпаклевать поверхность и в дальнейшем ее тщательно вышкуривать. И я не забыла оставить ссылки на все использованные материалы в этом видео в описании под ним. И вы также не забудьте оставить в комментарии свое мнение, какой из 3 вариантов вам больше всего понравился. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!